Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу об очень одном интересном деле, как немецкий суд в Германии запретил депортировать на родину иностранного террориста. Если вам эта тема интересна, если вам интересно узнать, а это 100% будет вам интересно, потому что я когда прочитал эту информацию, я вначале не поверил, что такое может быть, да еще и где, да еще и в Германии, в цивилизованной стране, да, где верховенство права работает. Вот если вам эта тема интересна, обязательно досмотрите это видео до конца, и вы будете понимать, в чем же дело. Друзья, мы все сейчас с вами знаем о том, что в Германии переживает миграционный кризис, да, как и другие страны Европейского Союза. И федеральное правительство и вновь пришедшие к власти партии, они в своих предвыборных обещаниях обещали населению, что будут бороться в первую очередь с нелегальной миграцией и вообще постараются вопрос решить с миграционной политикой. Будут жесткую миграционную политику проводить, то есть там и так далее. Мы это все прекрасно знали. Но первое дело, они обещали, что будут бороться с нелегалами и будут депортировать преступников к себе в страны. То есть преступники, беженцы не должны находиться в Германии и будут их как можно быстрее население и общество немецкое избавлять от них. То есть тех беженцев, которые совершили на территории Германии преступления. Но тут совсем ситуация в этом деле повернулась другим образом. Значит, в чем же суть этого дела? Гражданин Таджикистана участвовал в организации ИГИЛ, запрещенной, да, во многих странах. Это считается террористическая организация. Значит, и власти, правоохранительные органы Таджикистана, его родной страны, значит, соответственно, возбуждают уголовное дело в отношении него за то, что он принимал участие и был членом этой террористической организации, там что-то он там натворил, видать, да, но основное обвинение это за участие в террористической организации. То есть там возбуждается уголовное дело, пытаются его поймать, он сбегает из Таджикистана, там, или они его просто не могут установить, или он, наверное, поехал, скорее всего, воевать за ИГИЛ, и там уже потом его была личность установлена правоохранительными органами Таджикистана. В общем, они его возбуждают в отношении него дело за участие в террористической организации и объявляют его в розыск. Значит, он какими-то путями оказывается в Германии. Следователи Таджикистана устанавливают его местонахождение и, соответственно, подают в 2015 году экстрадиционный запрос, подает Таджикистан, Генеральная прокуратура Таджикистана в Германию с целью его задержания и экстрадиции на родину для того, чтобы его там судить. Соответственно, его полиция немецкая устанавливает его личность, его задерживают, арестовывают. Ну, суд, понятно, должен немецкий отправить его обратно в Таджикистан. Значит, и на судебном заседании он нанимает адвоката, значит, и адвокат просит, чтобы его обратно не экстрадировали. Почему? Потому что в Таджикистане этот человек, таджик этот, да, он не сможет рассчитывать на справедливый уголовный суд и гуманные условия содержания его под стражей в Таджикистане. То есть, грубо говоря, там бесчеловечно, там не будет справедливого суда, его осудят, там этот будет несправедливый приговор, то есть это будет нарушать его права человека и так далее. Вы поняли? Значит, и немецкий суд, изучив это дело, он приходит к выводу, действительно, то есть мы не будем его экстрадировать по запросу, значит, потому что, как рассказал в заседании адвокат, значит, возможно, значит, он не сможет рассчитывать на справедливый уголовный суд у себя на родине и гуманные условия содержания под стражей в Таджикистане. И отклоняет экстрадицию этого человека. Соответственно, он выходит на свободу и живет в Германии дальше. То есть он дальше проживает, все хорошо. Вот, следователи Таджикистана чешут голову, как бы его вернуть назад. Пока не получилось, да, официально суд отказал. Значит. Но в это все время он, соответственно, так как он является участником ИГИЛ, там, я так понимаю, промывают мозги. И он дальше начал заниматься
этой деятельностью, да, я не говорю, что террористической, просто начал участвовать, там, видать, в соцсетях, что-то там постил, какую-то литературу покупал, там, или с кем-то беседовал, ну, вы поняли, да, то есть занимался такой деятельностью. Значит, то есть принимал участие онлайн, значит, удаленно, но тоже как бы прославлял эту организацию, наверное, ИГИЛ и так далее. И он попадает из-за вот такой своей деятельностью, которую он уже вел на территории Германии, уже попадает в поле зрения правоохранительных органов или там спецслужб уже немецких. Значит, его задерживают уже на территории Германии за участие в иностранной террористической организации. Его судят, и в 2017 году он получает приговор уже немецкого суда за участие в иностранной террористической организации и получает 5 лет лишения свободы в немецкой тюрьме. И его отправляют в тюрьму, уже в немецкую. Проходит 5 лет. Он уже полностью отбыл наказание, выходит из тюрьмы, соответственно же этот же запрос на экстрадицию он еще в силе, потому что его там суд в 2015 году временно отложил. И опять же теперь его полиция должна слушать, опять же рассматривает этот запрос, значит, о его экстрадиции уже после того, когда он понес наказание, отсидел в немецкой тюрьме. Значит, его доставляют в полицейский участок, должен быть суд. Значит, и что он делает? Он не хочет, понятное дело, возвращаться в Таджикистан, потому что там уголовное дело в отношении него. Прилетя, если он попадет в Таджикистан, его там опять же осудят, и там получит он не 5 лет, а получит там, наверное, 10-15 лет лишения свободы за участие в террористической организации. Значит, он это прекрасно понимает, и он понимает, что он не должен никаким путем полететь в Таджикистан, он должен остаться в Германии. Что он делает? Он достает нож, как-то он там пронес его, кто-то ему передал или где-то он его купил, не знаю, ну не указывают журналисты. Он достает нож, и этот нож, слава богу, он никого не берет в заложники, он этот нож приставляет к себе в шее, значит, ну и грозится нанести себе там увечья или убить себя и так далее. То есть это он делает уже в полицейском участке, то есть как бы сам себя берет в заложники, да, угрожая ножом. Значит, ну и полицейские, там, понятное дело, такой неординарный случай, туды-сюды, значит, пытаются его там задержать, в общем, вызывают спецназ немецкий, в общем, они его крутят. Он умудряется побить дверь стулом, значит, ну и, соответственно, при задержании они ему повредили, там, ударили в живот, простыми словами. Все, они его скрутили и арестовали. Его задерживают за это действие, потому что, ну, неадекватный поступок в полицейском участке. Может, он кому-то еще и угрожал, там, кидался с ножом, мы же не знаем этого. Ну, в общем, они его задерживают, и уже должен рассматривать суд ходатайство таджиков, правоохранительных органов из Таджикистана, об его экстрадиции. Опять судебное заседание, это дело выходит уже на новый уровень, Высший административный суд Мюнстера должен рассмотреть его экстрадицию. Я так понимаю, что пока он там сидел, это все рассматривалось. И, наверное, экстрадиция была приостановлена, пока он отбывал наказание в Германии. То есть, скорее всего, так. Юридические документы не читал по этому делу. Вот, значит, его доставляют в зал суда, приходит адвокат, значит, и рассматривается это дело. И что вы думаете? Я думал, что, честно говоря, суд ударит молотком и скажет все, экстрадировать, потому что преступник там в полицейском участке понасовершал делов, да, там пытался себя убить и так далее. Нет, друзья, я не прав был, я не угадал. Наверное, и вы в большинстве своем тоже не угадали. Хотя, наверное, точно так же думали вначале, как и я, что его, скорее всего, суд, немецкий суд, высший, да, его отправят назад, экстрадируют. Нет, он отказывает в ходатайстве об экстрадиции. Какое обоснование? Обоснование суда. Никто не должен быть депортирован в страну, где его жизни и здоровью угрожает опасность, даже если он является преступником или подозревается в том, что представляет угрозу. Представитель суда заявила, что Таджикистан известен своим отношением к политическим оппонентам и имеются сообщения о применении пыток, хотя правительство страны и делает заявление о том, что мужчине ничего не угрожает. Их обоснованность вызывает сомнения. То есть он, я так понимаю, разыграв эту сцену в полицейском участке с ножом,
Я так понимаю, что он там выкрикивал, что я не поеду, я себя убью, только не в Таджикистан, потому что там меня никто не будет судить, там не будет справедливого суда, меня просто там убьют в СИЗО и так далее, поэтому ни в каким, значит, я лучше себя тут зарежу ножом, только не в Таджикистан. Ну, скорее всего, это так было, ну, я так представляю. Ну и сейчас, когда это все опубликовалась, эта информация, это дело, понятно, ажиотаж в обществе, то есть, ну вот я, честно говоря, тоже, я не думал, что такое решение вынесет суд, да, потому что человек разыскивается за участие в террористической организации, да, там, что он там сделал, непонятно, это знают уже следователи Таджикистана, скорее всего, там ему предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. В Германии он осужден был именно за участие иностранной террористической организации, уже немецким судом, то есть уже немецкие следователи собрали доказательства, не таджики, а немецкие собрали доказательства, он понес полностью наказание, да, значит, с ножом и так далее, и выносит высший суд немецкий вот такое решение, то есть его нельзя депортировать, потому что там на родине, значит, возможно, его там будут пытать, ну и не буду повторяться, и не будет у него права на справедливое судебное рассмотрение по уголовному делу. В общем, на этот случай отреагировал окружной администратор округа Варендорф Олаф Герике. Значит, он возмущен решением высшего административного суда, поскольку этот округ, власти округа работали над депортацией этого таджика в течение 10 лет. То есть с того момента, когда они получили запрос об его экстрадиции. Вот что он сказал. Это нас крайне расстраивает. Мы знаем, что этот человек был террористом. Он прошел идеологическую подготовку и боевую подготовку с автоматом АК-47. У человека неправильная позиция. Он опасен для нашей свободы и обучен владению оружием. Есть только одно требование. Он должен уехать из страны. Кроме этого, этот чиновник сказал на возражение, значит, этого таджика, который заявил, что его жизнью и здоровью угрожает опасность на родине в Таджикистане, и с этим согласился судья высшего административного суда. Вот что сказал немецкий чиновник этого округа. Это необходимо взвесить. По моему мнению, интересы безопасности местных граждан, немцев, немецкого населения, должны цениться выше, чем вопрос о том, как поживают террористы у себя на родине. Он сам стал преступником и поэтому может попасть в неприятности у себя местном уровне, у себя на родине. Если бы он еще в Германии бы не совершил преступление, понимаете, тогда еще можно было бы ставить под сомнение то дело, которое там возбуждено в Таджикистане, и так далее. Может быть, там какая-то политическая составляющая есть, и так далее. Но он в Германии совершил такое же преступление, и он в Германии понес наказание и отбыл полностью это наказание. То есть он доказан немецким судом, что он является членом иностранной террористической организации. Вот так. В общем, этот местный чиновник немецкий обратился к ЦДУ, к ЦСУ и к СПД, которые в настоящее время, скорее всего, сейчас решают, я так понимаю, вопрос, чтобы создать коалицию. Значит, и они же обещали, что они будут жестко бороться с миграцией. Этот случай показывает, насколько разнообразны возможности правовой защиты от депортации и насколько сложной является правовая ситуация при депортации из Германии, даже преступников или осужденных террористов. Это трудно объяснить честным гражданам Германии. Вот так, друзья. Но это действительно трудно объяснить немецкому населению. Я когда прочитал, я же еще раз повторюсь, я вначале не поверил. Я решение этого суда не читал, это все информация из немецких СМИ, но уже поднялся таки довольно серьезный ажиотаж. Я думаю, что мы все узнаем об этой новости до конца этой недели. Я думаю, что уже будут такие все известные немецкие СМИ это публиковать, потому что это действительно, террорист понес наказание, и немецкий суд запрещает его экстрадировать по уголовному делу. Не депортировать, а экстрадировать.
Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.